Тыкву очищаю от кожицы и семян. В очищенном виде у меня 400 граммов тыквы. Тыкву нужно потереть на крупной терке или на терке для овощей по-корейски. Рецепт очень быстрый, поэтому сразу же приготовим простую заливку. Я беру 2 яйца. К яйцам добавляю 2 полных столовых ложки сметаны. Жирность сметаны в данном случае значения не имеет. Также высыпаю сюда щепотку черного молотого перца. 1/3 чайной ложки сухого орегано. Вместо орегано можно взять базилик. Измельчаю через пресс 1 зубчик чеснока. Можно также его просто мелко порезать. Солим по вкусу с учетом тыквы. Я добавляю 1/3 часть чайной ложки соли. И все перемешиваем вилкой или венчиком, как вам больше нравится. Кстати, вместо сметаны в этом рецепте можно использовать майонез. Сковороду разогреваю на большом огне. Добавляю пару ложек растительного масла. И отправляю сюда измельченную тыкву. Тыкву обжариваю, помешивая. На интенсивном огне тыква готовится очень быстро, каких-то 5 минут, и она вся обмякла и стала нежной. Я убавляю огонь до небольшого, выравниваю овощ по поверхности. Должен получиться такой вот равномерный тыквенный корж. А дальше заливаем эту тыкву нашей замечательной заливкой. Помогаем распределиться. Накрываем крышкой и продолжаем готовить на небольшом огне. Тем временем я беру 1 помидор и порежу его тонкими кружочками. А также я потру 1 небольшой кусочек сыра. У меня здесь всего 50 граммов сыра, но это блюдо сыром не испортишь. Можно брать, конечно же, и больше, по вашему желанию. Тем временем на сковороде все стало таким замечательным плотным. Вот видите как. И мы выложим порезанные помидоры по поверхности тыквенного коржа. Вот так. Помидоры сверху слегка посыпаем сухой травой базилика или орегано, по вашему желанию. И, конечно же, посыпаем сверху сыром. Накрываем сковороду крышкой, даем помидорам прогреться, а сыру расплавиться. Какие-то 2-3 минуты под крышкой, и все готово. Надеюсь, что этот супер быстрый и очень вкусный рецепт пиццы без муки или запеканки овощной вас очень порадует. Готовьте с удовольствием эту вкуснятину. А также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. На сегодняшний день этот рецепт вы точно не увидите ни на каком другом канале. Спасибо всем, кто ставит лайк и кто пишет свое мнение в комментариях. Я желаю вам крепкого здоровья, только позитивных новостей и, как всегда, до встречи в следующем вкусном видео.